Какой гипсокартон лучше? Гипсокартон стал универсальным материалом и находкой для строителя. С его помощью можно выполнить огромное количество работ, начиная от выравнивания стен и заканчивая созданием межкомнатных перегородок. В то же время, отправляясь на рынок за материалом, надо учитывать, что видов этого материала много, и решить, какой лучше подходит в вашем случае, надо заранее. Чтобы сделать правильный выбор и подобрать оптимальный тип для той или иной цели, следует изучить его характеристики и особенности. Гипсокартон. Гипс относится к категории природных материалов, которые стали добывать еще в древние времена. Строительный гипсокартон представлен в виде больших прямоугольных листов разной толщины. Какой бывает он? Во-первых, это могут быть листы, имеющие разную толщину. Проводить монтаж тонких листов будет проще, да и конструкция получится легче. Для потолков это оптимальный вариант, особенно если речь идет о подвесных потолках. Для стен подойдет лист толщиной 12,5 мм. При этом стоит учесть, что для комнат с повышенной влажностью, например кухни и ванной, понадобится влагоустойчивый тип. Остальные комнаты можно обшивать обычным гипсокартоном. Основные достоинства материала. Высокая экономичность, на 93% состоит из гипса. Поддерживает заданный микроклимат. Используется для отделки стен и потолка, а также при создании перегородок и арочных проемов. Не влияет на организм человека и животных. Доступная стоимость, простота выполнения монтажных работ. Уровень кислотности практически идентичен показателю кожи человека. Есть и список недостатков, которые следует учесть при выборе гипсокартона. По сравнению с аналогичными материалами обладает меньшей прочностью. При выполнении отделки большого объема необходимо проводить дополнительное укрепление конструкций. При монтаже листов гипсокартона в комнатах с повышенной влажностью следует не только выбирать соответствующий тип материала, но и проводить дополнительную обработку специальными грунтовками и растворами. В процессе распила листов, если необходимо выразить сложную форму, необходимо позаботиться о собственной защите, надеть респиратор и защитные очки. Обратите внимание, повысит прочность и увеличит эксплуатационный срок металлический каркас. Дерево в этом случае ему уступает. Классификация. Есть несколько видов гипсокартона. Обычный ГКЛ – универсальный тип, где не требуются повышенные показатели влагоустойчивости. Огнестойкий ГКЛО при производстве используют филаментные нити для армирования, а картон обрабатывают антипиренами. Влагостойкий ГКЛВ – такой гипсокартон обрабатывают гидрофобными составами, а также средствами, препятствующими развитию грибка. Огневодостойкий ГКЛВО является комбинацией двух вышеописанных типов. При работе с влагостойкими листами их будет необходимо дополнительно защищать с наружной стороны плиткой, грунтовкой или краской. Чтобы не запутаться, производители решили окрасить каждый вид листов в определенный цвет: обычный серый, розовый или серый с красной полосой, огнестойкий, влагостойкий, зеленый и синий. Кроме того, выделяют еще несколько разновидностей. Реставрационный – проводится облицовка старых конструкций, подходит как для стен, так и для потолка. Ламинированный – с лицевой стороны покрыт защитной пленкой ПВХ, плохо дышит. Армированный – при производстве добавляют стекловолокно. Акустический – звукоизоляционный материал. Арочный – толщина составляет не более 6,5 мм, что обуславливает высокую гибкость. Обратите внимание, после монтажа перед проведением следующего шага отделки листы необходимо прогрунтовать с лицевой стороны. Размер. Все стандартные листы имеют прямоугольную форму, но параметры листов разные. Длина 2,4 метра, ширина 0,6-1,2 метра, толщина 6-12,5 мм. Длина имеет строгий шаг в 50 см, 2 метра, 2,5 метра, 3 метра и так далее.
Самым популярным и наиболее часто покупаемым является 3-метровый лист. С его помощью можно без проблем защитить сразу всю стену в высоту, что облегчает процесс монтажа. Ширина в большинстве случаев стандартная 1,2 метра. Но также в продаже попадаются и малоформатные листы. Обратите внимание, влагостойкие имеют такие параметры: 1200 мм на 2500 мм, толщина 12,5 мм. Арочный тип представлен листами 1200 на 2500 и на 6 мм толщина листа. Толщина. Как уже сказано, толщина варьируется от 6 до 12,5 мм. Она изменяется в зависимости от предназначения материала. Минимальная толщина устанавливается только для арочного гипсокартона, что обеспечивает сгибание. Его специально обрабатывают водой при подготовке к монтажу, чтобы было легче придать необходимую форму. При выборе материала для потолка отдать предпочтение стоит среднему показателю – листам толщиной 9,5 мм. В противном случае из-за большого веса листов может создаваться лишняя нагрузка на конструкцию. Гипсокартон для стен имеет стандартную толщину 12,5 мм. Также ею обладает влагостойкий вид. Вес. Очень важно учесть вес, особенно когда речь идет о сложной конструкции. Кроме того, именно от веса будет зависеть вид крепежа, которым будет производиться фиксирование. Средний показатель в соответствии с 3 распространенными толщинами показывает такой результат на 1 квадратный метр. Толщина 6,5 мм – 5 кг. Толщина 9,5 мм – 7,5 кг. Толщина 12,5 мм – 9,5 кг. Кромка. Не все листы гипсокартона имеют ровные и гладкие края. Так, продольная кромка может быть представлена несколькими вариантами. Прямая ПК используется для сухого монтажа, когда не предусматривается закладка стыков. К таковым относится многослойная обшивка. Утоненная с лицевой стороны УК. После монтажа необходимо провести шпаклевание стыков с использованием армирующей ленты. Трудоемкий и затратный процесс. Полукруглая с лицевой стороны ПЛК. Для соединения стыков вполне достаточно армирующей ленты и необходимого количества шпаклевки. Полукруглая и утоненная с лицевой стороны ПЛУК. Стыки скрепляются по аналогичной схеме 3 вида. Закругленная ЗК. Заполнение швов производится в 2 этапа шпаклевания. Обратите внимание, если проводить раскрой плит, то на срезе образуется прямая кромка без защитного слоя. Чтобы обеспечить процесс заделки швов, в этом случае срез обрабатывают рубанком. Также допустимо использование ножа для формирования фаск. На что обратить внимание? Чтобы точно определить, какой выбрать лист материала, необходимо в первую очередь ориентироваться на его целевое использование, так как каждому типу работ будет соответствовать определенный тип. Во вторую очередь подбирается размер листа и его толщина. Перед тем, как отправиться на рынок или строительный магазин, необходимо определиться с такими моментами: вид работы, толщина и длина листа, вес, тип кромки, производитель, цена. Лучше всего записать на листе бумаги, взять его с собой, чтобы ничего не забыть. Новичкам стоит обратить внимание на советы профессионалов. Картон не должен отслаиваться от гипса даже на углах. Транспортировка тонких листов может стать проблематичной, так как при плохом закреплении он сломается. Обращаем внимание на цвет, который говорит о типе. Толщина листов будет зависеть от вида работ, типа строения и условий эксплуатации. Обратите внимание, гипсокартон со средним уровнем pH не вызовет аллергию при работе с материалом. К тому же его можно использовать для детских комнат. Гипсокартон – это распространенный строительный материал, который применяют для многих видов работ. Какой тип лучше и больше подойдет для выполнения тех или иных работ, решает покупатель. Однозначного ответа никто не даст, так как каждый случай индивидуален.